Привет! Это канал Лесной Строитель, меня зовут Алексей. Наконец-то вернулся в родные края. Направляюсь сейчас к своей землянке любимой. Ручей уже стал таким прям полноводным, наполнился водой. Дело в том, что у нас выпал снег, и плюс ко всему он, конечно же, начал таять, потому что погода плюсовая. В лесу просто невероятная тишина, листьев на деревьях нет. Какая-то такая немножко атмосфера леса исчезла. Ну, такое, знаете, состояние осени, еще не перешедшей в зиму. Кое-где даже видна трава, вон. Где-то уже и снежок лежит, где-то уже и лед даже есть. Ну, потому что здесь болотистая местность, и поэтому нужно сейчас будет идти аккуратнее. Ну, а вообще, по планам у меня сегодня, почему я в таком хорошем настроении, дело в том, что не так давно начался чемпионат мира по футболу. И я хочу сегодня посмотреть один из матчей. Бразилия и Сербия будут в 11 часов играть у себя в землянке. Взял телевизор с собой, ну, естественно, аккумуляторную батарею, ну и все принадлежности, там, провода, антенну. Расстояние до города от этой землянки где-то километров 50-55. В принципе, антенна, я так думаю, должна взять вот это цифровое телевидение. Ну, а мы посмотрим с вами, я, честно говоря, не знаю. Ну, и кое-какие дела, конечно же, поделаем, там, по мелочи, полочку сделаем, вкусной еды приготовим. Поэтому садитесь поудобнее, желаю вам приятного просмотра, конечно же. Пойдемте в землянку. Недавно была здесь осень, а уже зима. Здравствуй, зима, как говорится. Ну, такая зима начинающаяся еще. Посмотрим, как она себя проявит в этом году. Будет ли много снега. Конечно, хотелось бы, но неизвестно. Хотеть это одно, а что будет, это уже другое. Ого! Землянку-то уже вон как издалека видно. Метров 50-70. Раньше отсюда ее не было видно. Очень много следов вокруг землянки, но на самом деле это мы наследили. Я сюда приезжал с друзьями несколько дней назад. В Телеграме выкладывал даже небольшое видео по этому поводу. Да и в принципе я частенько, бывает, сюда приезжаю. Там, в неделю по 2-3 раза, например. Да? Ну, просто мне нравится. Вот это место мне стало нравиться. В плане уединения оно намного лучше, чем первое. Ну что, пойдемте, зайдем внутрь, проверим, все ли там в порядке.
Прохладно. Я не знаю, сколько здесь градусов сейчас в землянке, но, наверное, около нулевая температура точно была. Печку затопил. И сразу такое тепло пошло, прям классно. Поставил я пенек просушиться. Ну, потом поймете, зачем. Надо, чтобы он прям полностью был сухим. А на улице тем временем солнышко. Вообще, очень мало у нас солнца светит, на самом деле, вот в нашей области, да. Особенно это касается осенне-зимнего периода. То есть там, наверное, солнце появляется раз, ну, может быть, в 5 там дней, да. Иногда и реже даже бывает. Но зимой вообще иногда бывает и неделю, и 2 солнца не видать. Постоянно тучи. И какая-то такая пасмурная погода. Многие часто спрашивают, говорят, почему ты продукты оставляешь там на улице, медведи придут. Но у нас нет медведей. У нас нет медведей. Волки у нас есть, но тоже их очень мало. А медведей нет. Лиса может прийти, да. Но медведей, слава богу, у нас нету. Да и даже если бы были, то в принципе уже сейчас зимний период начинается. То есть они в спячку так-то уходят, ну, по-хорошему. Так вот, отвлекся, да, солнышко на улице светит, и прям душа радуется. Хочется заняться какими-то делами. Так давайте же ими и займемся. В первую очередь я хочу сделать здесь полку. Вот на этой стене у меня будет полка, на которую я и поставлю, ну, установлю телевизор. Телевизор, естественно, я буду забирать отсюда. То есть это разовая такая акция, да. Я его принес. Ну, потом я поищу, может быть, найду какой-то дешевенький телевизор, там, недорогой, чтобы не жалко было, если что, его сопрут, там, да и фиг с ним, да. Но опять же, его можно будет прятать здесь. Этот телевизор я взял у отца, дачный. Он там что-то диагональю, не знаю, ну, небольшой. А потом будем провод с вами выводить наружу, антенный. Очень я надеюсь, что я смогу поймать эфирные программы. Мне, по сути, Матч ТВ нужен сегодня. Я прям вот весь в предвкушении, блин, я не знаю. Если поймаю, то просто представляете, я буду здесь сидеть в землянке, в печке, с печкой, в теплом помещении, со вкусной едой. И просто буду сидеть, наслаждаться футбольным матчем, футбольным действием, да, спектаклем, находясь на природе. Очень мне все-таки хочется, чтобы все получилось. Пойдемте полку вешать. Да, сейчас прям молотком насквозь длинными гвоздями к стене. И здесь в бревно, которое вот в это тоже упру. Для телевизора места хватит. Да, крепим. Ну и чтобы наверняка хорошо держалась, прибью еще вот такую вот подпорочку снизу. Я думаю, прям ее хватит за глаза. Более чем.
Ну что, отличная полочка, да? Телевизор держится, естественно, куда он денется-то. Здесь еще можно будет потом впоследствии что-то поставить, какие-то декоративные предметы. Ну, может быть, свечи, как я уже говорил, может быть, какие-то картинки, не знаю, фотокарточки, еще что-то. Такой уже домашний уют навести в землянке. Взял сюда приставку, взял 20 метров провода, взял антенну. Антенну я хочу сделать как? Какой-то ствол дерева найти тонкий, да, сантиметров, может быть, 15 в диаметре, метра 3-4 длиной, отпилить его. Сразу здесь на земле антенну эту установить, привязать к этому стволу, я не знаю как-то, ну, короче, зафиксировать прямо к самому концу. И вот этот старый ствол дерева валежник, да, отпиленный, привяжу к обычному стоячему дереву. Таким образом мне не придется куда-то лезть. Ну и, соответственно, намного облегчить себе жизнь у меня получится. Смотрите, солнышко как светит, да? Птички поют. Просто прекрасно. А вон у дерева даже вижу. Не отходя от кассы, как говорится. Сейчас поближе подойдем, глянем. Подойдет она по толщине. Ну нет, наверное, это все-таки слишком тонковато. Потолще бы диаметр, сантиметров 15 бы надо. Но в то же время и не слишком толстая. Вон еще поваленная тонкая сосна. Отлично, то, что нужно. Ну, метра 4 где-то пильну, я думаю, более чем достаточно будет. И заодно дерево не будет мешать расти вот этим молодым. Не знаю, что это, осина. Давайте пилим. Пилил бревно и что-то отвлекся. Отвлекся на, знаете, на что? Вот солнечные лучи освещают небольшую вот эту вот часть леса. Прям, ну вот на меня сейчас практически свет попадает от солнца. И вот эти вот капельки на деревьях, они так восхитительно смотрятся. Капельки на иголочках. Прям они свисают, того и гляди, уже упадут. Вид, ну я не знаю, невероятнейший. Казалось бы, такая мелочь, а ну, смотрится шикарно. Я сейчас пытался и так снять этот момент, но не получается. Вон даже что-то мошка какая-то летает. Вообще просто офигенно. Все-таки солнышко, оно всегда радует глаз и добавляет настроение. Все, наконец-то получилось собрать это дерево упавшее. Смотрите, как ободрало, да? Офигеть, ветку сломало. Ну, теперь оно больше не мешает. Вот эта сосна упавшая расти молодому дереву.
Делаю специальные пазы, потому что я же буду к дереву этот ствол привязывать веревкой. Ну, она, мало ли, рано или поздно может ослабнуть. И чтобы столб антенный не упал, в этом пазу веревка лучше будет держаться, лучше ляжет и лучше можно будет стянуть и закрепить, соответственно, вот этот ствол дерева с живым деревом. Так, ну, высота получилась более чем достаточно. Слушайте, 4 метра 100% есть. Как бы теперь все это дело закрепить понадежнее? Может быть, немножко сделать такой подкоп под корень дерева, прям, ну, чуть-чуть сантиметров на 15 углубления, чтобы вот этот ствол осел. Такой паз будет еще здесь, внизу. Наверное, это имеет смысл сделать. А там наверху, смотрите, удачно получается, за сучок зацепляется ствол дерева. Соответственно, здесь привяжу, тут привяжу, там, не знаю, попробую дотянуться вон на последней ветке. А на самом верху сучок будет чуть-чуть удерживать ствол этого дерева. Мачта назовем ее, вот. Мачта или столб. Тогда что? Тогда делаю подкоп, утапливаю, проверяю еще раз, все в порядке. Если то, вешаю антенну, подключаю ее. Подключаю телевизор, проверяю, ловит ли телевизор каналы, ну не телевизор, а приставка. Если все в порядке, закрепляю, и на этом, в принципе, все. И приступаю, наверное, к готовке еды. Хотя еще подсвечники хотел сделать. Да, наверное, подсвечники сделаю. И уже после подсвечников займусь приготовлением вкуснейшего блюда. Набил гвоздей. Да не, нормально, никуда не денется, тут все в распор пошло. Теперь вопрос, как все это дело закрепить по уму, да? Вот я тоже не знаю. Будем что-нибудь пробовать сейчас. Так, ну здесь провод надо, во-первых, наверное. У меня же веревка есть, сейчас провод веревкой привяжу к дереву, к стволу. Удлиню его за счет белого провода. Я купил специальные входы. Тут и мама, и папа есть, все в порядке, как бы. Единственное, я сколько проводами занимался, вот именно телевизионными, да, там дома подключал, ну, не знаю, там у друзей, еще где-то. Постоянно у меня вот эти штекера как-то держались так
ну, мягко говоря, на соплях. Я вот вообще думаю, может быть, взять, провод рубануть прям и напрямик смотать. Да нет, ладно, не буду. Все-таки через штекер сделаю. Но самое главное, чтобы все потом работало. Я еще боюсь, что провод длинный и могут быть потери сигнала. Ну, а может быть, наоборот, это будет лучше, я не знаю. Но мне кажется, потери будут. Тогда сейчас веревкой закрепляю провод, белый наращиваю сразу. И поднимаю этот столб, направляю примерно в сторону города. Ну, он где-то, наверное, где-то в той стороне, да. Фиг его знает, по-моему, в той, ну или чуть туда. Ну, короче, либо туда направлю, посмотрим. Можно будет еще покрутить, то есть я наживлю, и мы покрутим, если что, этот столб там чуть вправо, чуть влево, чтобы лучше сигнал был. Самое, чтобы вообще был, в принципе, да. Тогда все, привязываю провод и устанавливаем столб. Блин, первый вообще опыт у меня такой установки лесной антенны. Даже прям, не знаю, очень интересно, что же получится в итоге. Опа. Надеюсь, что все будет отлично. Работать это будет здорово. Потом впоследствии, если все нормально будет с антенной телевизионной, то по сути можно будет, наверное, и усилитель сигнала для интернета сюда поставить. Как вариант, провести какой-то стрим из землянки. Будет тоже, наверное, интересно. Кореи. Я думаю, вот в случае Кореи, когда есть Отлично. команды, где игроки сами личности, их там не надо настраивать. Живем. В случае с Реалом, когда я читал, что Анчелотти... Матч ТВ показывает. Да, собственно, да, в принципе. Потому что они сами Блин, всё вообще знают. прикольно. В случае с Кореей Не думал, что все получится, но все получилось. и настрой, Ну, по сути, я, кроме Матч ТВ, другие каналы в принципе не смотрю. Да даже и Матч ТВ-то я не смотрю, потому что там в последнее время тоже много политики уже стали обсуждать в ненужных моментах, даже в футболе. Ну, не знаю, зачем они это делают. Но чемпионат мира — это дело святое для меня, поэтому хочешь не хочешь, а посмотреть надо, несмотря на все свои принципы. Так что сегодня жду
футбольного матча, который начнется в 11 часов между Бразилией и Сербией. И с удовольствием его посмотрю. Ну а пока займусь подсвечниками. Потому что свечки я принес, 4 штуки, а вот подсвечников у меня нету. Сейчас выключу, чтобы заряд не сажать. Как я их хочу сделать? Подсвечники я хочу сделать из обычных спилов деревьев, то есть вот такие кругляшки напилить и изнутри вбить гвоздь. И уже на этот гвоздик просто потом в дальнейшем свечки раз насадил, и все. Не хочет на контакт идти. Вижу. Короче говоря, я выхожу из землянки помыть руки, потому что смотрю, у меня прям они чернющие в кадре. Дух-дух-дух-дух-дух, кто-то бежит, прям, ну, ветки задевает, ломает, прям шук-шук-шук, слышу, шорох такой стоит. Я быстрее за камерой, думаю, мало ли, может быть, сейчас, ну, мимо будет пробегать. Быстрее сюда зашел, камеру взял, телефон, выхожу, начинаю снимать, и ничего нет. То есть, ну, вот звук вы слышали, там один раз рявкающий вот этот косулин, и, собственно, и все. И куда-то вот она ушла левее. Вот, зачем же я сушил это бревно сегодня, весь день? Сейчас я сделаю финскую свечку. Ну, как свечку? Я, то есть, выпиливать ничего не буду. Я просто его раскалю на 4 части. Середину, сердцевину, да, вот эту вот я уберу. И свяжу веревкой. И буду на ней готовить. А готовить я сегодня буду картошку фри и бургеры. А бургеры у меня будут из не какой-то там котлетки, да, домашней или там фарш, а просто кусок свинины обжаренный на сковороде, сыр, помидоры, там лук, что, ну, посмотрим, что еще взял, я уж не помню. Сам соус специальный для бургеров. В общем, я сегодня хочу приготовить такой фастфудовский ужин. И, кстати говоря, вот что я вспомнил-то. Мне прям вот, чем мне нравится вообще жизнь, которую я живу, да, то, что постоянно все происходит, и все происходит вовремя. Я приехал из Красноярска, что-то туда-сюда, там гуляю, ну, делами какими-то занимаюсь, и мне пишет человек один в Телеграм, типа, Леха, а ты не собираешься там на почту пойти, на Губаново? Ну, это на Губаново, короче говоря, почтовое отделение по месту моей прописки. Я говорю, да ну нет, а что такое? Да, говорит, сходи, тебе там посылка пришла. Дело в том, что это человек
Ушаков Аутдор, по-моему, у него, кстати, тоже канал свой ютубовский есть. Зайдите, обязательно посмотрите. Прислал мне вот такую вот штучку интересную. Ну, тут логотип «Лесной строитель». И, соответственно, здесь можно какие-то блюда сюда класть, да, ну, например, бургер и картошку фри. И соус. То есть это красивая такая подача будет. Как она? Минажница, по-моему, называется. Да, минажница, что ли? Ну, не помню точно. Откуда он знает мой почтовый адрес? Дело в том, что он уже присылал мне куксу. Где-то, наверное, я не знаю, там в феврале, может быть. Вот, то есть, и как бы для меня это вообще был приятный, неожиданный сюрприз. Я очень благодарен за этот презент. Ну, он мне сказал, что, типа, можешь оставить его в бане в первой землянке, но, блин, я не буду оставлять нигде. То есть, это я все-таки заберу домой. Вот. Ну, на самом деле, мне вообще редко какие-то сувениры присылают там подписчики. Денис, если что, присылай еще, я буду рад. Взял с собой безалкогольное пиво, поэтому те, кто не хотят это видеть, как я пью его, пожалуйста, не смотрите. Для начала обжарю куски свинины на быстром огне. О, хорошо пошло, а? Скворчит-то как. Ну а пока мясо жарится, скворчит на сковороде, я уже все здесь порезал. Булочки, лучок, помидор. Приготовил сыр специальный для бургеров. Не знаю, бургеры здесь буду собирать на улице или, может быть, там уже в землянке. Посмотрим. Но в любом случае надо обжарить еще лучок. И уже после этого можно собирать бургеры. Ну, в идеале, конечно же, еще и хлеб надо поджарить. Прям немножечко. Вот именно вот эти вот стороны, куда будет выкладываться соус и все ингредиенты.
Первые 2 бургера готовы. Выглядит, по-моему, вполне приятно. Ну, я думаю, на вкус точно так же будет, как и выглядит. Сейчас тогда сразу дожарю остальные, чтобы время не терять. Ну и, собственно... ну у меня 3-й бургер получается, и все. И жарю картошку фри. Вот буквально недавно выходило видео про мою поездку в Красноярск, в тайгу, да? И еще будет 2 видео. Ну, уже были такие интересные комментарии под прошлым видео. Ну, я думаю, они будут и в следующих видеороликах. По сути, я не могу людей там осуждать, либо еще что-то. Это их право думать все, что они захотят. Единственное, мне вот просто интересно. Я раньше ходил, да и сейчас иногда бывает, хожу в походы с другом. И мы с ним спали в одной палатке. И даже бывало накрывались одним спальником, да, то есть, ну, на один спальник ложились, а вторым спальником накрывались. Ну, это я вообще к тому, что, в принципе, люди все думают в меру своей испорченности. То есть, у кого, ну, как бы, чем голова болит, тот об этом и думает. То есть, кому-то, может быть, чего-то не хватает в жизни, либо наоборот, этого с избытком, и уже начинаются какие-то непонятные додумывания, там, придумывания, фантазии. В целом, как бы, мне по большому счету без разницы. Но 2-е видео обязательно посмотрите. Я думаю, оно многим понравится, потому что тогда мы посетили 2 грота. Просто обалденнейшие виды природы. Коптер запускал. Кстати, это был вообще первый мой опыт, когда я запускал квадрокоптер в снег. На свой страх и риск. Ну и ничего, то есть он вполне летает, нормально. Я боялся, что вот эти вот электродвигатели, да, которые под лопастями, моторчики, ну, может быть, как-то влага попадет на них, и будут какие-то проблемы. Но нет, как бы квадрокоптер спокойно справился с этой задачей. Еще учитывая, что был сильнейший ветер просто. Сильнейший ветер. Ну, не метель, конечно же, но снег шел. И, блин, я его запускал, и ничего, нормально все, посадил. Так вот, обязательно посмотрите. Я думаю, те, кто любит природу, а не всякие буйные фантазии в своей голове, им 100% этот видеоролик понравится. Потому что на тот момент, ну, сейчас у нас тоже уже немного снег появился в Самаре, а на тот момент в Самаре вообще снега не было. И когда я приехал туда, в Красноярск, для меня все равно было удивительно, что в городе снега тоже нет у них там. А выезжаешь буквально там 10 километров от города, и там в лесу уже снег лежит. А потом в другое место поехали, ну, не в одно направление, а в противоположное направление поехали, в 3-й наш поход уже. Так там вообще снега по колено было, я просто обалдел, честно говоря. То есть я по России ездил там, ну, Саратов, Москва, господи, что там, Волгоград, Астрахань, Сочи, Анапа, Адлер, ну, понятно, то есть, да, вот эти вот направления все стандартные, куда все ездят, где все бывают, Рязань, пол России, наверное, объехал, но именно европейскую часть, а за Уральские горы, это вообще моя первая поездка была. И мне климат, конечно, и понравился, и удивил. То есть там даже в -5 может быть холоднее, чем у нас в -15, например. Ну, да, серьезно. То есть у нас в -30
картошку не прошляпить. Да не, нормально. То есть у нас в минус 30 холодно, да, ну, я, может, привык уже как-то, ну, нормально, то есть даже можно 5 минут на остановке постоять, транспорт подождать. Больше 5, конечно, уже не постоишь, замерзнешь. Ну, мне кажется, в Красноярске там вообще, то есть минус 30, там, это просто нечто, наверное. Вот. Короче говоря, понравилось мне. Тайга мне очень понравилась. И первые эмоции, которые я вот, ну, испытал, когда сюда приехал, уже вернулся в город и выехал за город, в лес, какая-то вот, ну, тоска по этим лесам, вот серьезно. То есть у нас леса какие-то такие, ну, детские, короче говоря, маленькие. Они маленькие по размеру, и деревья тоже относительно молодые, в принципе. Да и состав леса совершенно другой. У нас даже, по сути, мха-то нет. То есть нигде нет мха в лесах. Но тем не менее, и нам тоже хочется строить избушки, хочется строить землянки, какие-то там дома, да, зимовья. Нам тоже хочется проводить время так же, как тем людям, которые живут, ну, за Уральскими горами, да, там, где всегда холодно, и там, где климат очень изменчивый, и там, где расстояния очень большие в лесу, если ходить по лесу. Нам тоже хочется строить, да. Поэтому вот, ну, кто-то писал там раньше, типа, да что у тебя за лес, у тебя леса нет. Ну, а где я возьму другое? У меня здесь такого нету. Я бы с удовольствием строил бы в тайге, да, например, что-то. Но для этого надо туда переезжать жить. А я как бы прикипел уже к своему родному городу, к своей области. И, в принципе, наверное, ну, если что-то уж совсем кардинальное произойдет, то, конечно, перееду куда-то. Ну, а так, я здесь осел уже, то есть я привык. Да. Прям настоящая картошка фри. Только еще вкуснее, потому что сам сделал, ну, а не кто-то, да, приготовил. Вообще вкуснотища. Мне, конечно же, много такой пищи нельзя есть. Поэтому я такой едой увлекаюсь только в землянке. Иногда можно себе позволить. Ну что, бургер? Даже не знаю, как его, откуда откусить. Невероятно сочный. На ногу. Каких-то шансов для вратаря. Португалия выходит вперед. Все, я уже себе постелил, приготовил спальное место. Печка топится, топится она отлично. Вот. Ну а я буду ложиться, отдыхать. Завтра, может быть, еще и пообщаемся, посмотрим, что там будет, какая ситуация, какая обстановка завтра будет. Может быть, выйду, а тут олень будет или лось рядом с землянкой. Хотелось бы, конечно, но вряд ли.
Доброе утро. Фух, время уже 8:30. Что-то я давненько так не спал. Аккумулятор все-таки сел. Я телевизор что-то забыл выключить. Ну, уснул. Просыпаюсь, он работает. Время было, наверное, часа 3 ночи. Но проснулся я от того, что станция аккумуляторная пикать начала. Что-то пи-пи-пи, сигнал звуковые подает. И я понял, что что-то не так. Смотрю, там 8, что ли, процентов заряда было, или 9, что-то такое. Короче говоря, ее хватило на часов, наверное, 7 точно просмотра телевизора. Ну, результат хороший. Вот. Очень холодно сейчас. Из спальника вылазить, честно говоря, не хочется. Потому что тут тепло в нем. Хорошо. А печка... А печку я даже дрова не закидывал. То есть вот в 12, пол-первого, что ли, как она... Как я закинул там все дрова, да, что было. Так вот она и, собственно, и горела. Прогорали они. Ну вот он, минус металлической печки. Прям здесь ощутимо сейчас холодно. Я не знаю, сколько градусов, но, наверное, градусов, ну, может быть, 7-8 тепла. То есть на улице, наверное, минус. Там минус 5. Потому что вчера вечером минус 4 было. Ну, сейчас, наверное, похолоднее. А здесь прямо потеплее, чем на улице, но все равно очень холодно. Все-таки, да, однозначно надо кирпичную печь выкладывать, дабы не было таких ситуаций. Мышка резвилась одна, точно одна, то есть, ну, их немного было, одна, и она что-то здесь полазит, где-то у меня за стеной, что ли, там, не знаю, на улице что-то пошоркалась. Потом она, ну, в землянке что-то тут бегала. Но я все равно крепко спал, то есть это так, отдаленные какие-то шорохи слышал. И еще, может быть, мне показалось, может быть, нет. Такое ощущение, что к землянке кто-то прям подходил близко. То есть, ну, какое-то большое животное. Но было лень вообще вставать, снимать. Я не знаю, даже смотреть в окно было лень. То есть так спал хорошо. Но слышать я слышал, то есть кто-то ходил. Буду собираться домой потихонечку. Тишина. Такой тишины я здесь ни разу не слышал. Наверное, даже в той землянке такой тишины я ни разу не слышал. Туманность прям такая повышенная. Сейчас бы коптер был бы с собой, запулить его вверх. Наверное, были бы красивые виды. Но в этом месте я квадрокоптер не запускаю, дабы исключить раскрытие своего местоположения. Козуля. Козуля.
Не знаю, на камеру, мне кажется, не получилось заснять, но я ее увидел прям вот, ну, краешком, чуть-чуть. Силуэт. Ну, что я могу сказать? Утро великолепное. Ищей мышка, он прибежал. Ой, шикарно вообще. Супер. Хотел концовку видео снять там, где-нибудь около ручья, уже попозже, но не хочется портить момент. Хочу как можно дольше насладиться вот этой вот тишиной, окружающей меня. Поэтому побуду здесь еще, наверное, полчасика, часочек один. Соберу все вещи, уберу всю видеоаппаратуру и потом уже пойду в сторону машины. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Не забывайте оставлять комментарии под видео. Ставьте лайки. Ну, кто-то, может быть, захочет поставить дизлайки. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Это был канал Лесной Строитель. Всем пока!